Прошло 18 лет, и наступил первый год мировой экологической революции. В дверь постучали. Андрей открыл. На пороге стоял человечек и держал в приподнятой руке удостоверение следователя МЭД, Министерства экологии духа. «Ладыгин Андрей Павлович, вот ордер на обыск в вашей квартире. Распишитесь». «А в чем, собственно говоря, я обвиняюсь?» «Это ни в чем. Хотя вина на вас лежит. Огромная вина. Такая же, как и на всех инженерах, конструкторах, ученых, всех, кто довел планету до ее нынешнего состояния. Однако нынешнее правительство Московии, руководствуясь принципами благостности и христианского человеколюбия, простило эту вину всем тем, кто покаялся. Вы же, Андрей Павлович, отказались принести публичное покаяние, мотивируя это тем, что, цитирую, «ответственность за экологическую катастрофу лежит не на создателях техники, а на тех, кто использовал эту технику для удовлетворения своей жадности». И далее. Экологические проблемы можно решить, только создав новую космическую технику, которая позволила бы вынести экологически вредное производство за пределы биосферы. Только этот путь сможет привести человечество к процветанию и высокой культуре. А экологическая революция с ее отрицанием техники – это дорога обратно в пещеры. Ваши слова – мои. А не кажется ли вам, Андрей Павлович, что в ваших словах заключено некоторое противоречие? Вы же сами говорите, что экологические проблемы порождены людской жадностью. Так может быть, чтобы их решить, надо бороться с жадностью, а не создавать новую технику, нести в сердца людей Слово Божье, а не строить ракеты. Кстати, почему вы не посещаете церковь? Вы атеист? Никакого противоречия тут нет. Отрицание техники приводит к нищете, а нищете всегда сопутствует жадность, зависть и другие пороки, и никакое Слово Божье тут не поможет, как показывает вся история человечества. А что касается церкви, это что, допрос? Я обязан отвечать на все ваши вопросы? Помилуйте, Андрей Павлович, какой допрос? Вы же еще ничего не совершили. Тогда на каком основании ваши люди роются в моих вещах? Ах, Андрей Павлович, до какой же все-таки степени вы являетесь человеком прошлого, 20 века? По-вашему, мы должны были дождаться, когда вы наконец совершите преступление, и только после этого прийти к вам. Христианское человеколюбие не позволяет нам, оставаясь в стороне, спокойно взирать на то, как человек готовится взять на свою душу грех. Если вы сами не беспокоитесь о своей бессмертной душе, о ней придется побеспокоиться нам. Наша цель не в том, чтобы раскрывать совершенное преступление, а в том, чтобы предотвращать еще несовершенные. Преступления сперва совершаются в голове, и чтобы спасти человека от неверного шага, нужно изменить образ его мышления. Поэтому я и беседую сейчас с вами. И поэтому ваши люди выбросили на пол все мои книги. А как еще узнать, что вы читаете? Ладно, если хорошие книги. Хорошая книга может спасти человека, но плохая навеки погубит его. А вот, кстати, что-то нашли. Ай-яй-яй, Андрей Павлович, это же Советия. Книга, возглавляющая список запрещенных книг. Между прочим, я автор этой книги. И это не является основанием, на котором можно хранить дома запрещенную книгу. Неужели и нынешнее правительство ее тоже запретило? Хотя не очень понимаю, чем она вашим-то хозяевам не угодила. Не притворяйтесь, вы все прекрасно понимаете. Да нет, в самом деле. Я писал эту книгу в начале 90-х годов с одной целью – прояснить недоразумение, которое уже тогда начинало приводить к тяжким последствиям. Дело в том, что когда погиб Советский Союз,
и страну стали делить по национальному признаку, оказалось, что чуть ли не большинство жителей этой страны не знают, к какой национальности они на самом деле принадлежат. Для того, чтобы быть, например, русским, надо с детства воспитываться внутри русской культуры, а между тем революция 1917 года фактически эту культуру уничтожила, как и множество других культур, существовавших на 1/6 части суши. И вот во время распада советской страны появились люди, которые стали громко сетовать по этому поводу и говорить, что хорошо бы все эти нации возродить, но нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Во всех их попытках возрождения было нечто от этнографического театра. Человек, наслушавшись призывов вернуться к своим корням и никогда прежде не бывавший в церкви, вдруг в 40 лет крестился и начинал следовать всем православным обрядам. Отец и дед, всю жизнь бывшие атеистами, вдруг оказывались как бы не его предками, и вместо обретения корней он обрубал все свои корни и оказывался в свободном пространстве. И вот, когда я наблюдал за всем этим театром националистического абсурда, мне пришла в голову чрезвычайно простая мысль. Зачем нам нужно что-то из себя корчить? Почему мы не можем быть самими собой? Национальность изменить невозможно. Это то, что заложено в тебе с детства. Это та среда, в которой прошли первые годы твоей жизни. Объективно мы были людьми одной национальности, но название этой национальности не стояло ни в одном паспорте. Но так уж устроена человеческая психика. Пока вещь или явление не имеют названия, они как бы невидимы для нашего сознания. Мы можем постоянно спотыкаться об этого невидимку, но замечаем его лишь тогда, когда он обретает имя. Мне казалось, что достаточно лишь дать моему народу имя, и реки крови, льющиеся в так называемых межнациональных конфликтах, иссякнут, потому что люди поймут, они убивают не инородцев, они убивают своих соплеменников. Надо было объяснить людям, что советский – это обозначение национальности, а не партийной принадлежности. Но было еще одно недоразумение, связанное с понятием «советский народ», значение которого я недооценил. Не все жители СССР были людьми советской национальности. Хотя большинство жителей СССР составляли атеисты, имелся значительный процент верующих, а религии сохраняли в себе элементы культур тех народов, которые жили на этой территории до возникновения советского народа. Именно поэтому мой план прекращения межнациональных конфликтов оказался утопичен. Я не понимал, что между собой воюют действительно разные народы. Древние народы друг с другом и советский народ с древними народами. Причина войн была не только в смешении понятий. Советский народ, составленный из потомков людей, принадлежавших разным религиям, мог существовать только на основе атеизма. Но для того, чтобы человек смог обходиться без религии, нужно научить его настоящему научному мировоззрению, дать ему хорошее образование в области естественных наук, а это очень сложно и дорого. Мы пошли по простому и дешевому пути, стали разрушать храмы и преследовать верующих. Мы озлобили древние народы, и это в конце концов и привело к тому, что советский народ потерял свою государственность. Впрочем, я, наверное, утомил вас. Нет, что вы, Андрей Павлович, все это очень интересно. Слушая вас, я начинаю лучше понимать, кто такие совки. Я попросил бы вас в моем присутствии называть мой народ только так, как он сам себя называет – советский. Вам мало того, что нас заставили нашить все звездочки? За совков, извините, конечно, нечаянно вырвалось. А что касается звездочек, то тут я ничего поделать не могу. Парламент Московии провел этот закон, выполняя наказы своих избирателей. Ну что поделать, если московитяне не желают сидеть в парке на одной скамейке с советскими. Таково демократическое волеизъявление народа. Надеюсь, вы не против демократии? Итак, как я понял из ваших слов, вы остаетесь не раскаявшимся атеистом. Нет, я просто нерелигиозный человек, сторонник научного мировоззрения. А разве это не одно и то же? Нет. Атеизм, точно так же, как и религия, основан на предвзятом мнении, а научное мировоззрение – это прежде всего непредвзятость мышления.
Атеист верит в то, что Бога нет, религиозный человек верит в то, что Бог есть, а сторонник научного мировоззрения старается понять, как устроен этот мир на самом деле. Это не набор готовых представлений, а особое отношение к миру. Встретившись с непонятным, верующий падает на колени и отвешивает поклоны. Атеист объясняет непонятное случайностью или галлюцинациями, и лишь сторонник научного мировоззрения видит в непонятном прежде всего предмет исследования. Я думаю, что природа наверняка устроена гораздо сложнее и интереснее, чем представляет современная наука. Но я также считаю, что если наука когда-нибудь обнаружит некий сверхразум, управляющий Вселенной, он может оказаться совершенно не похож на того Бога, которого рисует нам религия. Уж слишком явно просматривается в религиях социальный заказ конкретных человеческих обществ. Андрей Павлович, вот тут написано, что вы были одним из инициаторов создания так называемых советских национальных школ. Программы этих школ предусматривали углубленное изучение естественных наук и математики. Да, это так. Советские не хотели отдавать своих детей в государственные школы, где основным предметом был закон Божий. Вот тогда-то у меня и еще нескольких родителей из семей с давними атеистическими традициями родилась идея создать советские национальные школы. В противовес официальным школам первоначально предполагалось ввести в учебные планы предмет научный атеизм, но я настоял, чтобы эти часы были отданы углубленному изучению естественных наук. Я хотел, чтобы советский народ постепенно пришел от примитивного атеизма к настоящему научному мировоззрению. Но кроме естественных наук, в этих школах был также курс технических наук, и был даже предмет история и философия техники. Это тоже связано с воспитанием научного мировоззрения? Скорее, это связано с советской мечтой. Всякий народ, происходящий от слияния множества более древних народов, объединяет прежде всего какая-нибудь универсальная, понятная всякому мечта. К примеру, американский народ был создан американской мечтой о процветании. А советская мечта – это мечта об обществе, в котором человек ценится не за то, сколько он сумел накопить или наворовать денег, а за его знания, умения и таланты. Не за его происхождение, а за то, что он сам из себя представляет. Это мечта об обществе, в котором вся тяжелая, отупляющая механическая работа, вообще любая работа, не требующая от человека его высших способностей, не тренирующая их и потому медленно превращающая человека в обезьяну, отдана механизмам, а человек может, наконец, всегда быть человеком. Но чтобы достичь этой мечты, нужен прежде всего очень высокий уровень развития техники. Нужны роботы-шахтеры, чтобы люди не превращались в придаток отбойного молотка. Нужны роботы-продавцы, чтобы люди не превращались в попугая, рекламирующего товар. Нужно очень много самых разных роботов, но сделать столько роботов на Земле невозможно. Земная биосфера не выдержит таких масштабов промышленного производства. Поэтому необходим выход в космос и использование внеземных ресурсов. И именно поэтому в советских национальных школах уделялось такое большое внимание изучению робототехники и космической техники. Ваше счастье, Андрей Павлович, что недавно принятый нашим правительством закон о пресечении пропаганды техницизма не имеет обратной силы, и мы не можем привлечь вас за то, что вы делали четверть века назад. Но советские национальные школы, эти рассадники техницизма, мы, слава богу, прикрыли. Мало вам советским того, что полвека назад вы поназапускали спутников и понаделали дырок в небесной тверди. Мне жаль вас, молодой человек. Если бы вы в свое время проходили в школе курс астрономии, то знали бы, что никакой небесной тверди не существует, и, следовательно, дырок в ней проделать невозможно. Мои ребята еще кое-что нашли. Может быть, сами расскажете, что здесь записано? Это чертежи космического корабля для экспедиции на Марс. Вы их делали в одиночку, без помощников? Да. Позвольте вам не поверить. Может быть, вы все же назовете имена своих сообщников? Каких сообщников? Сообщников в экологическом преступлении, которое вы готовили. Я никогда не поверю, что вы делали эти чертежи просто так.
Вы надеялись, что наша власть, власть зеленых, продлится недолго, что скоро к власти придут советские, а у вас уже и чертежики готовы. Остается только изготовить все детали и собрать ракету. И снова задымят заводские трубы, отравляя все вокруг, чтобы сделать эти самые детали. И поднимутся в воздух ракеты, и понаделают новых дырок в небе. Но и этого не будет. Наша власть надолго, навсегда, потому что с нами народ. Народ, который сыт по горло пестицидами, выхлопными газами и радиоактивной картошкой. Я вам гарантирую, что с поверхности Земли никогда больше не стартует ни одна ракета. Мы об этом позаботимся. Ну так как, будем называть сообщников? Молчите? Как хотите. Мы все равно вас всех переловим. Собирайте вещички, Андрей Павлович. Что мне будет? Это решит суд на основе результатов психологической экспертизы. Не исключено, что придется применить крайнюю меру экологической защиты. Расстрел? Андрей Павлович, за кого вы нас принимаете? Вы продолжаете мыслить категориями прошлого века. А мы не такие, мы абсолютно не похожи ни на что из того, что было в том ужасном 20 веке. Принцип благостности не позволяет нам убивать живое. Мы боремся не с людьми, а с идеями, носителями которых эти люди являются. Все преступления сначала совершаются в голове. Уничтожить идею значит предотвратить преступление. Так что же все-таки означает крайняя мера защиты? А то и означает крайнюю меру, которую применяют, когда все прочие меры испробованы и не дали положительного результата. Если, допустим, в ваш компьютер попал вирус, вы же не станете уничтожать сам компьютер. Вы сначала попытаетесь вылечить зараженные файлы. И лишь в крайнем случае приходится жертвовать всей полезной информацией и заново форматировать диск. Ваш мозг заражен информационным вирусом под названием «Советская мечта». И сначала мы попытаемся вас вылечить. И только если ничего не получится, мы применим крайнюю меру. 3-4 дозы амнезина, и почти вся информация, хранившаяся в мозгу человека, бесследно исчезает. Остаются только элементарные навыки, приобретенные до 3-летнего возраста. Умение ходить, умение произносить простейшие слова вроде «мама» или «дай». И больше ничего, никаких сложных идей. Мозг как чистый лист бумаги, на котором снова можно написать все, что угодно. Но, повторяю, полное стирание памяти – это крайняя мера. В каком-то смысле она означает наше признание того, что мы проиграли вирусу борьбу за сознание этого человека. А мы не любим проигрывать. Так вы считаете, что советская мечта – это нечто вроде информационного вируса? Да, это вирус, и к тому же очень опасный для экологии Земли. Вы, советские, живете в мире своих фантазий о неком светлом будущем, ради которого вы готовы пойти на любое экологическое преступление, хоть повернуть реки вспять. Но мы вытравим из вашего народа эти опасные фантазии. Мы вернем вас к реальности. Мы заставим вас понять, что светлого будущего не будет никогда. Человек не имеет права создавать рай по эту сторону от границы, отделяющей жизнь от смерти. Это противоречит закону Божьему. Человек имеет право лишь на нормальные экологические условия, такие, какие должны быть на земле по замыслу Господа. Мы пришли, чтобы воссоздать эти условия, и мы их воссоздадим. Но рая на земле не будет до второго пришествия.
Мужчины будут в поте лица добывать хлеб свой, женщины в муках рожать детей, а реки будут течь только в том направлении, какое определил им Господь, когда создавал эту землю. И уж, конечно, мы больше никому не позволим делать в небе дырки. Вы меня поняли? Я прекрасно вас понял. Вы хотите уничтожить советский народ? Мы хотим уничтожить советскую мечту, сущность сугубо информационную. Мы ничего не имеем против носителей информации. Мы даже надеемся, что, освободившись от этого вируса, они придут в лоно церкви. И какими способами вы собираетесь бороться с советской мечтой? Прежде всего, мы так настроим московитян против советских. Создадим вам такие условия, такую атмосферу, что вам быстро расхочется быть советскими, и вы сами пойдете крестить своих детей. Затем нужно будет уничтожить советские книги. Я кое-что читал из советской литературы. Это ужасно. Что именно вы читали? «Алые паруса». Если хочешь чудо, сделай чудо. Кажется, так там написано. Это же богохульство. Чудеса имеет право делать только Бог. Еще я слышал советскую песню «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Везде, постоянно одна и та же богопротивная идея о том, что человек может делать чудеса. А как он их может делать? Разумеется, только с помощью техники. Нам ветер дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Тьфу! Сплошные подстрекательства к экологическим преступлениям. Вот что такое советская культура. Все советские книжки необходимо уничтожить. Значит, опять костры из книг. Ах, Андрей Павлович, вы все пытаетесь сравнить нас с кем-то из вашего дикого 20 века. А мы другие, мы совсем другие. Мы знаем, что книги сжигать нельзя. Костры загрязняют воздух. Это экологическое преступление. Мы пользуемся жидкостью для смывания типографской краски. Она оставляет чистый лист бумаги, на котором еще можно напечатать хорошую книгу. Бумага – это всего лишь носитель информации, а носитель ни в чем не виноват. Виновата опасная информация. Духовная сфера Земли чрезвычайно завирусована. И пока мы не очистим ее от вирусов, заставляющих людей совершать экологические преступления, мы не сможем очистить биосферу Земли. Собирайте свои вещи, Андрей Павлович, и следуйте за нами. Мы освободим вас от вашего вируса, от этой вашей дурацкой советской мечты. Вам самому станет легче жить без нее.